Ким и Тони Элман с сыном и его девушкой 21 января ехали по северной стороне пляжа австралийского острова Клин. Когда автомобиль стал вязнуть в песке, семья решила выйти и прогуляться по берегу. Тони увидела много мусора на песке и решила собрать его. Она нашла необычную бутылку, покрутила в руках и подумала, что эта вещица хорошо будет смотреться на книжной полке, сказал супруг в интервью BBC. Женщина передала бутылку девушке сына. Та вытряхнула из емкости песок и увидела тоненький сверток, похожий на сигару. Им оказалась плотно свернутая записка, перевязанная толстой веревочкой. Тоня попыталась развязать ее, но бичева не подавалась. Путешественники привезли находку домой и положили в духовку на 5 минут, чтобы высушить. Затем мы развернули записку и увидели напечатанный текст. В тот момент мы не заметили слова, написанные чернилами, обратили внимание только на печатный шрифт. В тексте просили нашедших бутылку связаться с консульством Германии, продолжал Ким. Позже семья разглядела в записке полувыцветшую рукописную дату 12 июня 1886 года и имя корабля Паула. Увидев дату, супруги подумали, что это не настоящее послание, но решили написать в Западный австралийский музей, после чего передали находку экспертам. Доктор Росс Андерсон, помощник куратора морской археологии в Музее Западной Австралии, после консультации с коллегами из Германии и Нидерландов, подтвердил достоверность находки. Невероятно, но в архивах Германии нашли оригинальный метеорологический журнал Паулы, в котором указано, что 12 июня 1886 года капитан корабля выбросил за борт бутылку с посланием в рамках эксперимента немецкой военно-морской обсерватории, которая исследовала океанские течения и судоходные. Маршруты, дата и координаты в журнале точно соответствуют указанным данным в сообщении найденной бутылки, сказал доктор Андерсон. Он добавил, что совпали и сообщения, и почерк. 12 июня 1886 года бутылку выбросили на юго-востоке Индийского океана, когда корабль следовал из столицы Уэльса в Индонезию. По всей вероятности, в тот же год бутылку прибило волной к австралийскому побережью, где ее засыпало песком, написал Андерсон в докладе. Песчаные дюны в районе острова Клин довольно подвижны во время штормов и сильных дождей. Бутылка подвергалась и температурным воздействиям, из-за чего пробка в стеклянном сосуде высохла и выпала, а плотно свернутая бумага, припорошенная небольшим количеством мокрого песка, который на четверть заполнил емкость, сохранилась. Помогли этому узкое 7-миллиметровое горлышко и толстое стекло бутылки, отмечается в докладе. Семья Элмена дала находку в аренду на 2 года Западному австралийскому музею, где ее выставили на обозрение. Это самое замечательное событие в моей жизни. Подумать только, эта бутылка покоилась в песках почти 132 года и прекрасно сохранилась, несмотря на отсутствие пробки. Мне до сих пор не верится, отметила Тоня на семейном сайте. За 69 лет эксперимента, который проводила немецкая военно-морская обсерватория, за борт выбросили 1000 бутылок. Из них на сегодняшний день найдено только 662. Последний раз бутылку с запиской нашли в Дании в 1934 году. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.